Всем привет, друзья! Сегодняшний наш выпуск будет про то, стоит ли переезжать в Стамбул на постоянное место жительства. Расскажу немножко о нашем опыте, какие мы нашли плюсы и минусы жизни здесь, и поделюсь этим с вами. Если вы задумываетесь о переезде в Стамбул, то это видео для вас, потому что не каждый может определить, подходит ему город или нет, просто погуглив информацию о нем. Конечно, всегда лучше послушать людей, у которых уже есть опыт жизни в этом городе, сравнить, что они скажут, и понять, подходит тебе это или стоит рассмотреть что-то другое. Для начала немножко истории. Мы переехали в Стамбул в 2022 году осенью. Это был не самый запланированный наш переезд. Тем не менее, мы выбрали этот город, потому что мы здесь уже были. Нам очень понравилось, и мы даже мечтали немножко здесь пожить, переехать, потому что нас очень сильно привлек город своими плюсами, которые тогда заметили в нашем небольшом коротком путешествии. Сразу хочу отметить, переезд мне дался очень тяжело. Я прошла через панические атаки, через постоянные тревоги, я постоянно плакала, у меня тряслись руки. К счастью, это все позади. Сейчас я чувствую себя отлично, благодаря поддержке моего психолога, моих друзей и еще немножечко лекарств. Тем не менее, по приезду в Стамбул мы столкнулись с некоторыми проблемами, с некоторыми вопросами по изучению, как получить первые документы, чтобы здесь находиться легально, как найти жилье, как его правильно снять, чтобы тебя не обманули. Но это все сейчас расскажу в плюсах и в минусах. Думаю, начнем с хорошего, а плохое, точнее минусы, оставлю на потом. Один из первых плюсов я хочу отнести климат и природу Стамбула. Невероятная погода практически круглый год. Зимой ниже нуля практически не бывает таких холодных дней. Почти всегда плюс 8, плюс 9. Ну и даже выше зимой бывает. Летом, конечно, жарко, но везде есть кондиционеры, даже в метро, в автобусах. Поэтому это не доставляет такого дискомфорта, когда ты пользуешься, допустим, общественным транспортом. Плюсы климата также в том, что здесь постоянно зелено, круглый год. Потому что у нас в этом году выпадал снег буквально на зеленую траву и на зеленые деревья. Явление достаточно необычное для меня, так как мы из Ростова, и там снег уже на лысых деревьях, на серых площадях, на грязных улицах. То здесь снег — это что-то такое необычное, очень редкое. Но тем не менее, ты можешь выбраться за город, чтобы посмотреть снег где-нибудь в горах, покататься на лыжах, на сноуборде, ну или даже на плюшках, либо санках. Первое время мне было непривычно, потому что я немножко не понимала, какой сейчас сезон. То есть ты мысленно ждешь, что уже началась зима, что сейчас опадут все листья, будет серо, холодно, влажно и сыро. Но листья на деревьях сохраняются, елки зеленые, трава цветет, иногда даже зимой цветут ирисы, что вообще меня поражало. Из-за этого ты не можешь понять, насколько долго еще осталось идти зиме, когда начнется весна. Немножко так сбиваешься, очень быстро этот период проходит, и я не впадаю здесь в такую бессолнечную депрессию, как у меня такое было в России, потому что как только начиналась зима, моя жизнь замедлялась, мне не хотелось ничего делать, было очень холодно, в квартире было сухо из-за отопления. То здесь абсолютно наоборот. Здесь даже в дождь, даже в снег мне всегда хочется пойти гулять, потому что здесь это не ощущается какой-то грандиозной проблемой, даже так сказать. Сюда же к климату я бы хотела отнести разнообразие природы. Стамбул — город насыщенный на парки, на леса рядом с ним, на какие-то речки, водохранилища, есть даже водопады. Буквально час-полтора езды от Стамбула можно найти горы, где можно покататься на лыжах, можно увидеть снег, поиграть в снежки, можно съездить на Черное море, можно съездить на Мраморное. Это буквально занимает час езды в одну, в другую сторону, смотря где вы живете. Можно съездить к проливу Босфор. Все это дает тебе такое климатическое, природное разнообразие, которым ты реально можешь наслаждаться круглый год. Вот реально абсолютно круглый год. Ты можешь в любой день поехать, и тебе будет комфортно, приятно, красиво, будешь себя очень хорошо ощущать. Второй такой большой плюс лично для меня и для нашей семьи — то, что здесь мы не встречаемся с последствиями от алкоголя. Алкоголь, я бы даже так сказала, отсутствие алкогольной жизни. Что я подразумеваю под словом «последствия от алкоголя»? Я здесь, наверное, ни разу за 3 года нашей иммиграции не видела пьяных людей, валяющихся где-то на тротуаре, спящих на лавочке, в подъездах, на остановках, в метро. Здесь такого нет.
вообще нигде я это не видела. Конечно, где-нибудь в бедных районах вы можете с таким столкнуться, но переезжать и жить в бедном районе, думаю, не самое лучшее решение для Стамбула. Последствиям я хочу также отнести последствиям от алкоголя то, что здесь нет наливаек, каких-то незаконных магазинов. Здесь нету такого, что на каждом доме, в каждом подъезде будет там, я не знаю, пивно, на Берлин, вот это все наши популярные названия с моего города. У нас это было буквально в каждом доме многоэтажном. Мне это доставляло достаточный дискомфорт, потому что, проходя мимо, там постоянно какие-то скопления выпивших людей, они могли что-то кричать, что-то там подраться, кто-то постоянно ходит в туалет около этих заведений, не могут допоздна там оставаться, даже если заведение закрывается. Поэтому для меня лично, для нашей семьи, так как мы не употребляем алкоголь вообще, ни в каком его проявлении, для меня это прям огромный весомый плюс. Я не говорю, что здесь полностью отсутствует алкоголь, он есть, он продается в специальных государственных магазинах, таких как Текель, это такие небольшие магазинчики, где можно купить алкоголь, плюс в крупных каких-то супермаркетах он продается. В обычных можно найти, наверное, что-то не сильнее, чем пиво, либо камбуча, допустим. Третьим очень важным плюсом я хочу выделить общественную транспортную систему Стамбула. Здесь невероятное разнообразие общественного транспорта. Это очень удобно, так как вы можете добраться в любую точку города абсолютно разными способами. Здесь есть метро подземное, метро надземное, трамваи, автобусы, маршрутки, фуникулеры. Здесь есть паромы, такси, здесь есть водное такси. То есть вы буквально можете в Uber заказать себе лодочку, если вам срочно нужно с одной стороны на другую, чтобы не ждать общественный паром. Такого разнообразия я не встречала нигде. Возможно, я не была просто в этих местах, но для меня это огромный плюс, особенно паромы и фуникулеры, потому что фуникулеры позволяют вам подниматься в гору, не сбивая при этом свою дыхалку, свое сердцебиение. Вы просто сели, заплатили, и вы уже оказались на вершине горы. Плюсы парома могу бесконечно описывать. Это невероятно красиво, это быстро, это очень романтично. Там буквально просто можно целый день кататься. За 90 рублей, по-моему, стоит паром. Вы можете сесть и просто без остановки курсировать по Босфору, по Мраморному морю, пить чай, кормить чаек, перекусывать тостами с сыром, сидеть на палубе, внутри. Это просто мой любимый транспорт в Стамбуле. Транспортная система очень хорошо развита, но размеры города очень большие. Стамбул, по-моему, в 5 раз больше Москвы. Плюс Москва имеет форму кольцевого строения городской системы, то Стамбул, он такой вытянуто растянутой формы вдоль Мраморного моря. Я со своего района, с азиатской части до исторического центра, то есть примерно до пролива Босфор, могу добираться примерно 2 часа. И это только, даже не середина Стамбула. То есть расстояния большие, но тем не менее у вас есть возможность добраться во все районы города. Четвертым плюсом этого города я хочу назвать дружелюбие местных жителей. Есть, конечно, минусы, но о них чуть-чуть попозже. Плюсы — то, что все готовы и хотят тебе помочь. Никто никогда тебе не откажет подсказать, куда идти, что, где, куда посмотреть. Кто-то может даже предложить заплатить тебя в автобусе за проезд в метро, если ты, допустим, забыл карту, либо на ней закончились деньги. То есть вообще никаких проблем. Все открыты, хотят помочь, все тебе расскажут, подскажут, улыбнутся, пожелают хорошего настроения. Я очень быстро привыкла здесь чувствовать такой позитивный настрой местных, потому что ты здороваешься с соседями всегда, обязательно. Ты желаешь им хорошего дня. То же самое в магазине, ты желаешь хорошей, легкой работы продавцу, вообще любым работягам, которых можешь встретить, таксисту, маршрутчику, человеку, который просто несет какие-то там посылки где-то. Здесь такая культура этикета более развита. И это достаточно искренне, да, то есть я слышала, что многие, допустим, про Америку говорят, что это просто как формальность, то здесь это действительно на таком уровне, что это должно быть, и это нужно, то есть человеку хочется легкой работы, поэтому ты ему желаешь этой легкой работы, чтобы день его прошел легко, без всяких каких-то проблем. Это действительно важно. Наверное, спустя год после того, как мы переехали, моему мужу Саше стало плохо, и он не мог сесть за руль, чтобы мы поехали в больницу. Я написала в наш чат жильцов нашего ЖК, нам сразу же откликнулись наши соседи. Наш сосед, он сказал, что буквально через минуту выйдет на машине и заберет нас.
Он выехал, отвез нас в ближайшую больницу, которая входила в нашу страховку, просил, все ли в порядке, нужно ли нас подождать, может ли он чем-то помочь, может быть, что-то там перевести. Это вообще не вызвало у него никаких вопросов, он ничего от нас не просил. Мы даже потом ему купили конфеты, но он все как бы отнекивался, и мы так ему их не отнесли, потому что он постоянно находил, типа, да не надо, это не нужно, это так не принято. Люди реально всегда готовы вам помочь. Каждый раз, когда я знакомилась с кем-то из наших соседей, из моего блока, все мне говорили: ты всегда можешь ко мне обратиться, если тебе что-то нужно, ты можешь написать, позвонить. Я всегда могу в чате попросить у кого-нибудь, допустим, яйцо куриное, если мне не хватает для какой-то выпечки. Мне сразу откликнется очень много хозяюшек, которые предложат прийти, и они мне дадут не только яйцо, они предложат фрукты, конфеты, все, что есть у них дома, чтобы тебе это понравилось, чтобы ты это взял с собой и порадовался. Поэтому очень мне нравится общение с местными, это очень крутой экспириенс. Люди достаточно здесь добрые, поэтому это однозначно плюс. Пятым плюсом хочу выделить разнообразие досуга, развлечений в Стамбуле. Что я под этим подразумеваю? Стамбул — невероятный огромный город, как я уже говорила. Здесь можно найти абсолютно все по вашим интересам. Мы можем поехать гулять на природу. Допустим, вы можете поехать на острова. Погулять на островах, мало людей, нет бензиновых машин. Вы можете поехать на море, вы можете поехать на набережную, вы можете поехать на Босфору. Куча исторических мест, которые можно посетить. Если у вас есть ВНЖ, можно посетить их со скидкой, а некоторые вообще абсолютно бесплатно. Куча ресторанов, баров, каких-то винтажных магазинов, мастер-классов, которые вы можете посетить, готовка, лепка из глины, создание картин, каких-то саше, свечей, ночные клубы есть, ночная жизнь, спортивные мероприятия. В Стамбуле приходит очень много концертов местных артистов, сюда приезжают мировые звезды, российские звезды, стендапы, музыкальные какие-то мероприятия, классической музыки, опера. Здесь также есть театр, кинотеатры, куча торговых центров. Я могу бесконечно перечислять. Вы можете выехать на пикник в парк, можете пойти в социальное кафе, где недорогое меню и там покушать. Ну, то есть здесь абсолютно огромное количество всякого досуга, который вы можете сделать. Наверное, в Москве можно найти такой же досуг. Я честно не знаю, я ни разу не была в Москве. Да, это странно, но это правда. Также можете найти зоопарки, какие-то просто красивые районы с красивыми домами, где вы можете просто погулять. Это прям огромный плюс, потому что вы можете выбирать абсолютно, что вам захочется. Это очень круто, считаю, это прям весомым плюсом переезжать именно в Стамбул. Следующий плюс, возможно, будет не для всех, но этот плюс — наличие двух крупных аэропортов в Стамбуле, которые летят в абсолютно любые точки мира. Многим известно, что стамбульские аэропорты — это как такая перевалочная точка почти для всех российских туристов, потому что именно из Стамбула они пересаживаются в другие направления. Если у вас есть, допустим, Шенген, да, визы каких-то других стран, из Стамбула вы можете улететь абсолютно куда захотите. Мы живем рядом со вторым аэропортом. Этот аэропорт нацелен более на европейские направления. То большой аэропорт Стамбула, который самый крупный, нацелен абсолютно куда угодно. Америка, Бразилия, Канада, Европа, Россия, Китай, Япония, то есть реально куда угодно. Поэтому я считаю это очевидным плюсом, потому что улететь куда-то быстро, недорого и прямым рейсом — это просто очень круто. Следующий плюс больше для людей, возможно, с детьми, либо для молодых людей. В Стамбуле невероятное количество университетов международного уровня, университетов и школ. Очень многие университеты берут к себе иностранцев, у них проводятся обучение на английском языке, либо вы можете выучить турецкий и еще дешевле обучаться на турецком языке. Я вам скажу, что есть университеты, которые берут на обучение иностранцев от $500 в год. $500 в год. Я не знаю такой стоимости даже в России, если честно, что на какую-то специальность можно было поступить за такие деньги. Университеты дают реально качественное образование. Я знаю очень много молодых людей здесь, которые ходят здесь, учатся в университетах. Эти люди идеально знают английский. Они вообще спокойно переключаются на английский вот просто по щелчку пальца. То есть, если мне нужно обдумать, да, что я буду говорить, то они просто могут вообще в секунду с тобой начать общаться на английском. То есть, это о чем-то договорит. Я видела медицинский университет с
Я видела медицинские университеты, в них большое количество оборудования, на которых могут практиковаться студенты. Студенты приходят в практику в частных клиниках, где есть абсолютно все для качественной, быстрой работы, для постановки диагноза, для лечения людей. То есть здесь все сразу применяется на практике, поэтому если вы приезжаете сюда с детьми, либо вы молодой, да даже если не молодой, вы можете поступить реально в хорошие вузы за хорошие деньги, небольшие, и получить хорошее, качественное международное образование, которое будет цениться практически в любой стране. Ну и последний плюс, который я могла бы выделить, это качественная медицина. Если вы иностранец, вы обязаны иметь здесь страховку, если вы хотите получить вид на жительство. Страховка начинается примерно от 4000 рублей, 4-5 тысяч рублей. Работать она начинает только через полгода. Нельзя просто приехать, сразу получить страховку и в первый день пойти в больницу. Конечно, если какие-то срочные случаи, то страховая с вами это обсуждает, но в основном они покрывают вам стоимость только через полгода вашего нахождения здесь. Тем не менее, вы можете обратиться к врачу. Что для меня плюс, что у врача сразу есть абсолютно все. Допустим, скажу на примере женского врача, то есть гинеколога. Если вы приходите, у врача сразу есть и УЗИ, то есть врач сам делает УЗИ. Не нужно идти отдельно к УЗИсту делать УЗИ, потом возвращаться к врачу, который будет его расшифровывать, давать вам какие-то рекомендации. Здесь абсолютно все и сразу. Вам сразу могут сделать какие-то анализы взять, сразу выпишут лекарства, сразу сделают УЗИ, сразу дадут рецепт, вы идете в аптеку и по рецепту это покупаете. Ну что, самое время перейти к минусам этого города. И начну я, пожалуй, с самого основного, большого для нас минуса, и это инфляция в Турции. Почему я отнесу это к первому минусу? Потому что если вы здесь живете, вы должны зарабатывать в валюте, либо хотя бы зарабатывать в турецких лирах. Рубли сюда не очень подходят, потому что так вы очень сильно зависите от курса рубля к доллару, от курса лиры к доллару, и это не всегда идет вам на пользу. Инфляция очень сильно здесь и очень быстро влияет на стоимость продуктов, на стоимость аренды, на стоимость всего, я могу сказать. Абсолютно все меняется практически каждую неделю. Если это что-то государственное, допустим, стоимость проезда, либо стоимость нотариуса, это могут менять раз в год, либо 2 раза в год, то, допустим, магазины и рестораны этому правилу никак не подчиняются, и они действительно могут менять цены каждую неделю. Некоторые магазины ставят даже электронные ценники, чтобы не перепечатывать каждый раз бумажные. Им проще вбить в базе электронный, и он просто автоматически поменяется сам. Мы это поначалу не замечали, потом, когда курс начал нас как бы немножко затрагивать, мы стали это очень сильно замечать, потому что буквально ты приходил за кофе в Starbucks за 30 лир, то через полгода ты приходишь в кофе в Starbucks уже за 70 лир. Сейчас кофе в Starbucks стоит минимум 110 лир. Кстати, кто не смотрел, вот здесь будет подсказочка на мое видео про цены на продукты. Я там сделала обзор на цены в Старбаксе, на рынке на овощи, фрукты, в обычном магазине, в Макдональдсе и еще где-то не помню. Вот, можете посмотреть, сравнить. Я там сделала очень удобный перевод валюты в доллары и в рубли сразу, чтобы вы это не пересчитывали. Все будет сразу на экране, будет все очень понятно и доступно. Поэтому переходите, смотрите, оставляйте обязательно комментарии и ставьте лайк. Палец вверх. Поэтому да, инфляцию я могу отнести к такому огромному жирному минусу. Местные, к счастью, почти, ну не то чтобы почти, в большей степени не подвержены инфляции, так как их зарплаты повышаются. То есть, если стоимость повышается, они повышают минимальную оплату труда. Да, это не огромные деньги, но тем не менее, они действительно это делают. То есть, это не как в России, если сказали да, то кто-то может не повышать, кто-то может не следовать, то здесь это действительно обязательно. Но тем не менее, местные тоже чувствуют инфляцию, они видят подорожание. Подорожание, естественно, выше, чем поднимают минимальную оплату труда в Турции. Поэтому это замечают абсолютно все. Особенности ебанжи, как мы. Вторым большим минусом для меня это очень сильно курящее население. Так как мы с моим мужем... Мужик, уже сядь быстрее, ёшкин кот. Так как мы с моим мужем не пьем алкоголь,
и не курим, для нас это тоже минус. Если вы тоже не имеете вредных привычек, то для вас, наверное, тоже будет это минусом. А здесь курят практически все. Мужчины, женщины, подростки, дети даже со школы некоторые курят. И это здесь не считается каким-то зазорным. То есть, допустим, у нас в России есть там некурящие зоны в кафе, да, в ресторанах. Вы можете прийти, сесть в некурящую террасу. Где-то вообще запрещено курить, да, то есть в общественных местах, на балконах. Здесь такого нет. Люди курят и в кофейнях, и внутри, и на террасе, и на улице, и на остановках. И у них это не считается чем-то таким фу. То есть они могут прийти в центр остановки, встать, начать курить. Тебе это может не нравиться. Ты ничего не можешь с этим сделать. Ты должен уйти сам. Ты не можешь сказать: отойдите, не курите здесь, мне не нравится запах сигарет, или там вы на меня пыхтите. Поэтому для меня это все-таки большой минус. Я не люблю запах сигарет. Для меня это минус. Вот. К третьему минусу я бы отнесла незнание местного населения английского языка. Английский язык знают в основном студенты, потому что им его преподают, и они достаточно интересуются этим. Плюс у них очень много однокурсников, которые иностранцы, да, и с ними необходимо коммуницировать. И также в туристических районах. Если вы планируете переезжать в Стамбул, естественно, вы переедете не в туристический район по типу Султан Ахмед или Фатих, либо Кадыкёй. Вы будете переезжать в более спальные, жилые районы. Здесь население уже менее говорит по-английски, поэтому вам придется какие-то азы турецкого все-таки изучить, потому что вам придется коммуницировать с местными. Вам нужно будет забирать доставки, что-то как-то общаться в магазине, парикмахерской, в том же самой больнице. Хотя в больнице почти везде разговаривают по-английски врачи. Это вообще огромный плюс, потому что каждый раз я прихожу и не имею проблем с выражением своих симптомов, что где у меня болит, и могу спокойно объяснить и понять, что мне пытается объяснить доктор. Поэтому, если планируете переезжать в Стамбул, лучше подготовиться и хотя бы на А1, А2 выучить турецкий язык обязательно, чтобы просто уметь коммуницировать с местными или хотя бы даже с вашими соседями. К четвертому минусу придется привыкать, потому что этот минус связан с тем, что вы иностранец, и вас первое время будут постоянно пытаться обмануть. Мне кажется, у некоторых турков это чуть-чуть в крови, обмануть иностранца, заработать на нем деньги. Первое время мы немножечко стеснялись как-то отстаивать какие-то свои права, с кем-то ругаться, потому что не знаешь язык, боишься, что там не поймут, что там вызовут как-то полицию, тебя там отправят, депортируют. То сейчас, конечно, нас уже не проведешь, мы знаем свои права, знаем свои обязанности и спокойно можем сказать, что нет, нам это не подходит, это я подписывать не буду, на это я не согласен, здесь оплатить не буду. Первое время вас будут пытаться многие обмануть. Начнется все с того, что иностранцам квартира всегда дороже. Турки боятся сдавать иностранцам квартиру, поэтому они всегда как бы так подстраховывают себя, и поэтому квартиру назначают для иностранцев чуть-чуть выше стоимость, чем местные. Если вы приходите в кафе, вам могут подсунуть меню без цен, либо меню с одними ценами на входе будет, вы придете, а вам потом другое скажут. Поэтому всегда запоминайте, какой стоимости вы берете блюдо, вы можете сфотографировать, чтобы потом сравнить с чеком, и обязательно проверяйте чек, чтобы там не было ничего лишнего, потому что они думают, так как вы не понимаете их язык, то вы не поймете, там, что такое суд, допустим, вода, брали ли вы ее или нет, вы просто оплатите и пойдете. Поэтому здесь нужно быть внимательным и не бояться говорить, что, слушай, вот этого у меня не было, это я не кушал, это я не брал, вычтите это из счета. Пятым минусом я бы выделила огромные налоги на абсолютно все. В Турции, наверное, одни из самых больших налогов абсолютно на все, в особенности на иностранные товары. Чтобы вы понимали, самый дорогой iPhone в мире. Я вот здесь прикреплю цену на актуальную стоимость айфона в Турции. Здесь, наверное, прошку, а здесь обычно 16-й iPhone, и вы просто обалдеете. Потому что это просто rip-off, обдираловка, проще говоря. Здесь вы не сможете заказать что-то с AliExpress, с Temu, да, сейчас популярный сайт, Farfetch, Asos, потому что это все заграничный сайт. Даже тот же Amazon, есть турецкий Amazon, но тем не менее, если продавец находится вне территории Турции, то вам придется заплатить налог. Внимание, если ваша посылка стоит от 0 до 30 евро, вы платите налог 30%, если посылка прибыла из стран Евросоюза, и 60% от стоимости вместе с доставкой, если посылка прибыла из других стран, то есть не из Евросоюза. Это как вообще? А также, если ваша посылка стоит от 30 до 1500 евро, вам придется платить брокеру, точнее растаможку вашего товара. Минимальная сумма растаможки товара, неважно какой стоимости, самый минимум, то есть самая нижняя цена, это 12 тысяч лир, это 36 тысяч рублей, чтобы растаможить
растаможить вашу посылку. Причем сюда относятся товары даже БУ. То есть, если вы просто хотите ваши бэушные вещи прислать из России, либо из другой страны, да, чтобы их получить, таможенники посмотрят на этикеточки, погуглят, сколько это стоит, все это посчитают и предъявят вам налог. Даже если это будут книги, если это будет косметика, им абсолютно не важно. Все, что вы отправите, будет считаться с налогом. Такая страна. К следующему минусу я хочу отнести просто огромные пробки в утреннее, вечернее время. Иметь машину здесь, в принципе, это необходимость, но мы сейчас справляемся без нее. Тем не менее, если вы едете куда-то рано утром, вы попадете в большие пробки, да, то есть если вам нужно какое-то достаточно большое расстояние проехать до центра, учтите, что это может занять минимум 2 часа. Причем пробки в Стамбуле обычно не связаны с чем-то грандиозным, такие как авария, да, либо что-то где-то. То есть чаще всего мы едем просто по 4-5-полосной трассе, просто медленно едем. То есть мы едем вот так вот, да, вот это передвижение черепашкой, а потом резко все начинают нормально ехать. То есть ни аварии, ни какого-то съезда не было. Просто, видимо, кто-то затормозил, и все вот так потихонечку образуется пробка просто ни из чего. Естественно, если какая-то авария, либо какой-то там грандиозный съезд, где на более мелкие улицы, где уже могут быть пробки, то как бы смысл понять. Как-то мы добирались домой из исторического центра, то есть даже не из другой части Стамбула. Мы добирались 3 часа на нашей машине по платным дорогам. Платные быстрые дороги, не какие-то межгородские, то есть это прям по трассе ты едешь, и мы ехали 3 часа. Это, я считаю, очень долго. Поэтому пробки отнесу все-таки больше к минусу. Да, мне кажется, в любой стране, в любом городе можно пробки отнести к минусу. Перейдем дальше. Следующий наш минус – это будет трудоустройство в Стамбуле. Если вы остаетесь здесь по туристическому икомету, то есть по туристическому ВНЖ, вам запрещено работать здесь. То есть вы не можете брать деньги с турков, работать на турков. Вы должны сменить ваш статус легализации. То есть если вас берут на работу, допустим, вы должны поменять ваш туристический ВНЖ на рабочее разрешение, либо на рабочую визу. Рабочая виза, допустим, оформляется только из вашей страны. То есть, да, если вы нашли здесь работу, вы делаете себе рабочую визу в России, и уже когда она одобряется, вы с ней приезжаете в Стамбул и можете здесь находиться. А если же вы по туристическому, то, к сожалению, работать здесь нельзя. То есть вы должны быть либо каким-то удаленщиком, либо найти здесь работу, но здесь есть тоже свои нюансы и правила. То есть не думайте, что вы приедете, возьмете туристический ВНЖ и спокойно пойдете в своей профессии с английским куда-то работать. Это все не так просто. Поэтому нужно иметь какой-то запасной капитал, либо какие-то варианты, либо иметь удаленную работу. И это будет проще всего при переезде в Стамбул. Ну и к последнему минусу я могу отнести отсутствие дорожного этикета и несоблюдение правил дорожного движения. Мы сюда приехали на нашей собственной машине из России через Грузию. Я вообще думала, когда мы приедем, что мы вообще поставим нашу машину куда-нибудь на парковку и не будем ей пользоваться. Стамбул очень страшный, большой. Но нет, мы, конечно же, осмелились. Ездили мы абсолютно везде, где хотели, но в Турции нет какого-то дорожного этикета. То есть здесь у нас в России мы можем поморгать аварийке, да, сказать спасибо, как-то показать поворотникам, что там можно ехать, нельзя ехать, там обгон, не обгон. Здесь такого нет. Здесь очень нагло встраиваются, то есть они прям въезжают, они не соблюдают дистанцию между машинами, они абсолютно паркуются, то есть они могут вот такие вот места между машинами оставлять. Они могут зацепить, и для них это абсолютно нормально, они вообще к этому спокойно относятся. Здесь очень много скутеристов, они тоже вот так между рядами ездят, очень часто царапают машины. Самое для меня такое жесткое открытие было то, что они не знают, как себя вести на кольце. Но, тем не менее, здесь отлично работают кольца. Допустим, у нас в Ростове, если кольцо, то это практически всегда будет огромная пробка, потому что все заезжают, все выезжают. Здесь такого нет. Чаще всего в России кольцо главное, и получается, все, кто идет по кольцу, а другие заезжают, то есть уступая тем, кто уже на кольце. Чаще всего, конечно, есть исключения. Здесь то же самое. Кольцо чаще всего главное, и те, кто заезжает на кольцо, должны уступать тем, кто на кольце. Но здесь все наоборот. Здесь люди въезжают очень нагло в кольцо, и другие их пропускают. Здесь как будто бы все наоборот. И здесь нету пробок на кольцах. То есть здесь они нагло въезжают, быстренько выезжают, и все так быстро разъезжается. И тем не менее, я не замечала здесь большого количества аварий. Хоть очень многие турки не соблюдают правила дорожного движения. Очень многие могут ехать на красный свет. Очень часто я вижу, что многим лень развернуться по кольцу, и они просто находят место раньше и просто разворачиваются по встречной полосе и едут. То есть это абсолютно нормально. Или им не хочется объезжать квартал, чтобы выехать на их полосу, они могут также по встречке доехать до ближайшего выезда
чисто на их полосу и выехать и поехать дальше. Не знаю, с чем это связано, может с тем, что Стамбул большой и все торопятся. Все-таки для меня это большой минус. Если вы привыкли соблюдать правила движения, привыкли к какому-то этикету, к стилю вождения, то здесь его придется поменять. Вот такие плюсы и минусы я смогла выделить лично из нашего с мужем опыта. Что вы можете сказать на этот счет? Поделитесь своим мнением в комментариях, пожалуйста. Мне будет очень интересно почитать. Особенно от тех, кто планирует либо хочет переехать в Стамбул, пожить, попробовать. Если кто-то уже живет в Стамбуле, может поделиться своим мнением, согласны ли вы со мной или нет. Буду очень рада, если вы поставите лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал, потому что я планирую делиться очень полезным и интересным контентом. Да и уже сейчас это делаю. Также пишите комментарии, это очень важно для продвижения моего канала. И спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч!